Третий Max Payne – это игра, к которой не возвращаются просто так. Это не тот проект, что запускают ради веселья или легкой ностальгии. Это игра, в которую возвращаются, когда внутри становится немного тише. Когда хочется чего-то мрачного, честного и по-настоящему сильного. В 2025 году я решил пройти Max Payne 3 без каких-либо особых ожиданий. Просто захотелось вспомнить, как она ощущалась тогда и сравнить с тем, как воспринимается сейчас. И знаете, с первого же выстрела мне стало понятно. Эта игра вообще не чувствуется старой. Стрельба до сих пор цепляет, анимации и физика на уровне современных проектов, а история Макса стала даже ближе, больнее и человечнее. Это не просто боевик, это личная драма. И чем дальше ты проходишь, тем больше понимаешь, что Max Payne 3 одна из самых недооцененных игр своего времени. Так что сегодня я хочу разобраться, как она ощущается сейчас. Насколько хорошо прошла проверку временем и действительно ли мы тогда ее не поняли. Поэтому давайте разберемся в этом. После выхода второго Макса Пейна в 2003 году казалось очевидным, что трилогия будет завершена. Персонаж уже стал культовым. Remedy доказали, что умеют совмещать стиль, глубину и экшен, а фанаты ждали логичного продолжения. Но на деле все пошло иначе. Remedy Entertainment вскоре ушли работать над Аланом Вейком, а права на франшизу остались у Rockstar Games, компании, которая в то время уже активно формировала свой собственный стиль, более взрослый, кинематографичный и амбициозный. Именно Rockstar взялись за продолжение истории Макса Пейна, но не в том ключе, в каком ее изначально задумывали. Разработка Max Payne 3 стартовала ориентировочно в 2004 году, но настоящая активная фаза началась только ближе к 2008. И с самого начала все шло непросто. Игра несколько раз перезапускалась, менялись локации, подход, сценарий и визуальный стиль. Rockstar буквально вытащили Макса из нуарного Нью-Йорка и бросили в абсолютно новый сеттинг. Солнечную, жаркую и агрессивную Бразилию. На фоне привычного дождя и мрачных улиц первых частей это выглядело почти как предательство. Макс стал лысым, уставшим, бородатым, зависимым от таблеток и алкоголя. Впервые в серии действие разворачивалось днем в жаре под звуки латиноамериканской улицы, а не в тишине ночных кварталов. Как я уже и сказал, для многих это стало культурным шоком. Rockstar работали над игрой сразу в нескольких офисах – в Ванкувере, Торонто, Новой Англии и Лондоне. Такая децентрализация затрудняла координацию, поэтому разработка затянулась. Игра задерживалась, перерабатывалась, и к моменту релиза в 2012 году за плечами у проекта было почти 8 лет мучительной истории. Многие из оригинальной команды Remedy участия не принимали, но Rockstar постарались сохранить главное – внутренний монолог Макса, его боль и ту самую авторскую подачу истории, но только уже под новым углом. Они вдохновлялись фильмами Тони Скотта, такими как «Человек в огне». Отсюда и рваный монтаж, светокоррекция, быстрая камера, постоянные флешбеки и галлюцинации. Но все же особое внимание уделялось технике. Max Payne 3 создавалась на улучшенной версии движка Rage с использованием Euphoria Physics, той самой технологии, что мы видели в GTA 4 и Red Dead Redemption. Благодаря ей персонажи реалистично реагируют на попадания, падают по-настоящему, а анимации переходов между движениями выглядят живо даже сейчас. Но несмотря на масштаб, игра в день релиза не вызвала такого восторга, как ждали разработчики. Да, критики хвалили ее, но часть фанатов была разочарована переменами. В игре стало меньше нуара, меньше загадки,
Больше грязи и боли. Это был не тот Макс Пейн, которого они помнили. Но именно таким Rockstar хотели его показать. Не героем, а человеком на грани. С коммерческой точки зрения Max Payne 3 показала скромные по меркам Rockstar результаты. Около 4 миллионов проданных копий за первый год. Для сравнения, GTA 4 за тот же период собрала в разы больше. И возможно именно поэтому серия так и не получила продолжения. Но со временем отношение к третьей части начало меняться. Люди возвращались к ней и видели то, что не заметили с первого раза. И именно это делает ее по-настоящему важной частью серии, пусть и самой неоднозначной. Так Rockstar и перезапустили франшизу. Без снега, без Нью-Йорка, но с новым видением и технологическим прогрессом. Но все это был только фундамент. Главной ставкой Max Payne 3 стал геймплей. И именно он стал тем, что отличает игру от любой другой части серии. И от большинства шутеров своего времени. С первого взгляда кажется, что все осталось знакомым. Макс по-прежнему использует замедление времени, может прыгать в стороны с акробатической грацией и устраивать кровавые балеты, валяясь на полу. Но то, как это сделано в третьей части, это уровень настоящего искусства. Здесь каждая перестрелка – это напряженная сцена, где одна ошибка может стоить жизни. Игра полностью ушла от аркадной прямолинейности первых двух частей и сделала акцент на реализме и кинематографичности. Главным техническим прорывом стала система Euphoria Physics, которая обеспечивала уникальную анимацию тел при каждом попадании. Противники реалистично реагируют на пули, отлетают, хватаются за раны и валятся с лестниц. А Макс скользит по полу, перепрыгивая через препятствия, цепляется за укрытие, и все это без заранее прописанных скриптов. А одним из главных нововведений стала система укрытий, которой раньше не было. Изначально фанаты опасались, что это сделает игру слишком современной и скучной. Но Rockstar нашли идеальный баланс. Макс действительно может прятаться за укрытиями, выглядывать из-за углов и перекатываться. Но делать это по шаблону не получится. Враги давят, обходят и закидывают гранатами. Из-за этого вам постоянно приходится двигаться и не стоять на месте. И в этом вам будет помогать Bullet Time, который стал еще глубже. Теперь он не просто эффект, а полноценный механический инструмент, который можно активировать вручную. Этот прием фирменная фишка Макса Пейна, которая до сих пор выглядит стильно и эффектно. Особенно если ты на последнем здоровье, а в обойме остался последний патрон. Отдельно стоит отметить боевую механику оружия. Каждое оружие ощущается по-разному. Макс носит по 2 ствола в каждой руке. Плюс длинноствольное оружие. Винтовки, дробовики и пистолеты-пулеметы. Анимации перезарядки сделаны вручную под каждую модель. А если ты переключаешься с 2 пистолетов на дробовик, Макс не убирает оружие в инвентарь, а выбрасывает его. Это крошечная, но атмосферная деталь, которая подчеркивает реализм происходящего. Изменения коснулись и интерфейса. Убрали привычный для серии верхний HUD, и теперь все минималистично. Боезапасы здоровья отображаются лаконично внизу экрана. Вместо аптечек обезболивающее, как и раньше. Но теперь они работают еще и как вторая жизнь. Если у тебя в запасе есть обезбол, игра даст тебе шанс нанести последний выстрел в Bullet Time перед смертью. Но несмотря на все нововведения, игра осталась верной себе. Это по-прежнему история одного человека, переживающая каждую перестрелку, как будто она последняя. Просто теперь это сделано с таким техническим мастерством, что даже спустя 13 лет игра выглядит и ощущается так, будто вышла совсем недавно.
Сюжет Max Payne 3 – это не просто продолжение истории знакомого героя. Это скорее реинтерпретация образа Макса, помещенного в совершенно другие условия. Rockstar не стали пересказывать то, что уже было. И вместо нуарной мистики дали криминальный триллер. Вместо Нью-Йорка жара, пот и бетон Южной Америки. Но при этом дух серии не потерян, а просто он стал жестче, старше и циничнее. Сама история построена вокруг, казалось бы, простого задания. Работа телохранителем у богатой семьи. Но, как это часто бывает, все стремительно выходит из-под контроля. То, что начиналось как очередная смена, быстро превращается в хаотичный круговорот предательства, коррупции, насилия и личных трагедий. И Макс, несмотря на все свое безразличие, оказывается втянут в происходящее куда глубже, чем ожидал. Главное отличие сюжета Max Payne 3 от прошлых частей – это подход к подаче. Здесь нет долгих монологов при свечах под дождем. Вместо них грязная реальность, где даже воспоминания подаются вспышками с рябью, сдвоенными кадрами и галлюцинациями. Но особого внимания заслуживает структура повествования. Rockstar играют со временем. История постоянно прыгает между моментами настоящего и прошлого, раскрывая события не по порядку, а как воспоминания, которые сам Макс с трудом пытается сложить в единое целое. Это добавляет напряжения. Ты никогда до конца не уверен, где ты именно находишься, что случилось раньше, а что уже последствия. Но несмотря на свою мрачность, история не скатывается в самоцельную депрессию. В ней есть движение, есть внутренняя борьба. Это не путешествие к победе, это попытка хотя бы не проиграть окончательно. И в этом вся суть Max Payne 3. Max Payne 3 – игра, к которой действительно стоит вернуться в 2025 году. Она воспринимается уже не как продолжение серии, а как отдельная законченная история, рассказанная на пределе технических и эмоциональных возможностей того времени. Rockstar рискнули и сделали не просто новую часть, а новую главу жизни Макса, мрачную, резкую и тревожную. Геймплей здесь до сих пор удивляет своей проработкой. Стрельба все еще одна из лучших в жанре, а атмосфера как плотная жара, не отпускает до самого финала. Да, игра отличается от классических частей. Да, она не всем тогда зашла. Но сегодня, спустя годы, Max Payne 3 звучит иначе. Глубже, честнее и, возможно, даже сильнее, чем раньше. А на этом наш обзор подходит к своему логическому завершению. Напишите в комментариях, как вам Max Payne 3 и какие впечатления остались у вас от этой игры. Ставьте лайк, если вам понравился обзор. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы культовых игр и свежие игровые события. Всем хорошего настроения и до скорых встреч, геймеры! На канале Reviews Video Games.